Муж не хочет жену, что делать? Живут вместе долго, вроде бы со стороны приличная, хорошая семья. Живут вроде бы мирно, гладко, сильно не ссорятся, не скандалят. Но секса нет. И жену, например, это не устраивает. Она хочет секса, она бы хотела этой близости. Но он как холодная льдинка. И даже если она делает какие-то первые шаги или намеки, этот лед не тает. Что же это такое, в чем может быть причина? Разберемся в этом видео. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения для жен. Подписывайтесь на канал, если вам эта тема интересна, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео и давайте разбираться. Чтобы понять, в чем причина, первое, что нужно обязательно определить, а он только жену не хочет, а других женщин хочет, или он вообще сейчас не хочет секса. То есть может же быть ситуация очень частая, до банальности известная всем, когда муж с женой сексом не занимается, а вот на сторону, налево ходит, или может быть даже у него есть постоянная любовница. И тогда проблема, естественно, в том, что он давно уже душой не здесь, не в семье, а там это приходит просто пустое тело, эмоционально пустое, который почему-то по своим каким-то личным причинам продолжает сохранять эти отношения, а всю свою сексуальную потребность удовлетворяет в другом месте. Следующий момент. Допустим, если он при этом еще и не изменяет. Здесь тогда этот случай делится на два ответвления. Первое. А был ли этот секс пылким, ярким, жарким раньше? То есть раньше было иначе, а потом пропало? Если так, значит, что-то было переходным моментом, вот этим изменением. Что там случилось? Какой-то сильнейший стресс в его жизни, от которого он не может отойти. Хотя вам со стороны может казаться, что ну что тут такого, люди переживают и более серьезные потрясения в жизни. Мы можем недооценивать со стороны силу стресса и нагрузки на близкого нам человека. Поэтому если раньше секс был, но потом он почему-то куда-то делся, пропал, значит смотрим, отматываем пленку времени назад и смотрим, что произошло в тот момент, когда сексуальная жизнь в паре изменилась. И другой возможный вариант, если секса этого яркого, пылкого, жаркого так и никогда не было в этой семье. И тогда, вероятнее всего, у мужчины в этом случае асексуальность. То есть он в принципе не сексуален. От природы мы рождаемся все с сексуальностью, но она бывает у некоторых людей заблокирована. Они действительно чувствуют, что им этот секс особо-то и никак не нужен. Им заниматься этим сексом, это как будто себя заставлять. Что это значит? Если врач говорит, что с точки зрения физиологии человека все в порядке, что это некий психологический процесс, то, конечно же, есть какая-то травма, вероятно, травма насилия, и, скорее всего, она была в детском или в подростковом возрасте. Таким мужчиной, который женился и изначально секса особо и не хотел со своей женой и не хочет, что-то с ним случилось, связанное с травмой насилия, давным-давно до вас, когда он еще формировался как личность. И, к сожалению, это не меняется от того, что жена хотела бы ему помочь, например. Это меняется только если человек сам захочет это изменить. Это очень глубокая, серьезная душевная работа, требующая очень много душевных сил. И не каждому человеку это нужно. Мы не имеем права с вами никого пихать ни в какие трансформации, как нам бы не хотелось сделать наших близких, для нас более удобными, приятными и комфортными. Поэтому если последний случай, то либо нужно смириться, принять, что вот у моего мужа вот такие особенности, и мы как-то с ним к этому адаптируемся. То ли жена себе заведет любовника на стороне, если муж вдруг согласен на это, да, или она будет лишать себя сексуальной радости жизни и заниматься только самоудовлетворением. Есть разные варианты, их можно обсудить с сексологом, например. Вы свободны делать в вашей жизни все, что вы хотите, не нарушая закон вашей страны, где вы находитесь. Но надо признать тот факт, что мужчина, который и в момент, когда, собственно, женился на этой женщине, секса особенно не хотел, не захочет его и не изменится. Только если он не пройдет какую-то серьезную психотерапию.